Всем привет! В этом видео я начну свой рассказ о постройке небольшого фрезерного станка с числовым программным управлением, сокращенно говоря, станка с ЧПУ. Это видео не является инструкцией по сборке. Данная разработка – мой первый станок подобного плана, а потому в его конструкции имеется ряд недочетов, а также сборка не самых лучших конструкторских решений. Тем не менее, станок получился абсолютно рабочий и, на удивление, достаточно точный. Он способен фрезеровать дерево, пластик и даже алюминий. В дополнение ко всему, он может производить лазерную гравировку. Историю о том, как я его собирал и какие детали использовал при постройке, смотрите далее. Скорее всего, данное видео получится достаточно скомканным, потому как оно снималось на протяжении 2 лет с большими перерывами в работе. Тем не менее, надеюсь, видео получится достаточно интересным. Приятного просмотра! Шел 2017 год. Именно тогда я увлекся всей этой ЧПУ-движухой. Совершенно случайно под руку мне тогда попалась каретка от старого матричного принтера. Было решено попробовать собрать на ее основе небольшой бюджетный станок из доступных деталей. Как большинство начинающих ЧПУ-строителей, решил использовать мебельное шариковое направляющее, подшипники и обычные строительные шпильки и гайки в качестве ходовых винтов. Уже при сборке, посмотрев на все эти люфты и желейность такой конструкции, проект был немедленно заморожен. Ни о какой точности в таком станке не может быть и речи. Посмотрев на все это безобразие, решил собирать станок с нуля, но уже из нормальных комплектующих. Практически все детали для станка покупались на AliExpress, потому как там цены на эти детали, как правило, гораздо ниже, чем в наших магазинах. По возможности в описании под видео постараюсь добавить ссылки на все комплектующие для этого проекта. Итак, для сборки станка было куплено следующее. Для оси Z 2 цилиндрических вала длиной 200 мм, 4 опоры и 4 линейных подшипника под диаметр 10 мм. Для оси X 2 вала на 350 мм, 4 опоры, 4 подшипника, все под диаметр 12 мм. Для оси Y 2 вала на 500 мм, 4 опоры и 4 подшипника, все под диаметр 16 мм. 3 8-мм ходовых винта с прямоугольной однозаходной резьбой и шагом 2 мм. Длина винтов следующая: 150, 350 и 500 мм. 3 ходовых латунных гайки к этим винтам. 6 корпусных подшипников с внутренним диаметром 8 мм. 3 шаговых двигателя NEMA 17. 3 гибкие муфты с переходом 5 на 8 мм. Простенький коллекторный шпиндель на 48 вольт и 300 Вт и крепление к нему. Данный шпиндель оснащен цанговым патроном ER11. Это, пожалуй, основные детали касаемо механики станка. Что необходимо из электроники, я расскажу в видео о сборке блока управления для этого станка. На тот момент такой выбор компонентов в первую очередь был обусловлен моим ограниченным бюджетом. Вероятнее всего, если я бы собирал станок на данный момент, я сразу бы использовал более серьезные и мощные компоненты, такие как цилиндрические валы на опорах вместо простых валов, ШВП или шариковинтовую пару вместо ходовых винтов с прямоугольной резьбой, более крупные шаговые двигатели NEMA 23 вместо NEMA 17. Изготавливать раму станка я планировал из алюминиевой плиты толщиной около сантиметра, но этот план благополучно провалился, потому как найти в продаже необходимый лист алюминия оказалось невозможно, а там, где он был в наличии, его продавали листами размером 3 метра на 1,20 м. Стоимость такого листа, как вы сами понимаете, просто космическая. Немного поразмыслив, отправился на металлобазу.
Там было куплено 2 листа металла, один толщиной 6, а другой 3 мм. Имея на руках материал и детали, на которых будет собираться станок, я отправился в SketchUp для разработки 3D-моделей и проработки всех узлов и деталей. Возможно, кто-то сейчас скажет, что SketchUp — это далеко не самая подходящая программа для разработки таких сложных устройств, и будет совершенно прав. Я знаю, что есть более подходящие программы для этих задач, но учиться работать в них мне было лень. Именно поэтому разработку станка я и производил в программе SketchUp. Первым делом я создал точные 3D-модели всех имеющихся деталей, и только после этого приступил к компоновке и разработке самого станка. На самом деле, это не такая уж и простая задача, как может показаться на первый взгляд. Думаю, те, кто хотя бы раз сталкивался с разработкой подобных механизмов, меня поймут. Во время моделирования постоянно всплывают такие моменты, которые практически невозможно предугадать без использования подобных 3D-программ. Кстати, такая форма боковин портала сделана неспроста. Она позволяет расположить шпиндель четко в центре базы линейных подшипников по оси Y. В общем, тут можно долго и много о чем рассказывать, но это будет интересно не каждому. Спустя пару месяцев 3D-модель была полностью проработана и готова. Чтобы не запутаться при сборке, составил небольшой план со всеми основными размерами и чертежами. Наносил разметку и максимально точно, насколько это возможно, с помощью болгарки производил раскрой. Для получения прямых резов в качестве направляющей использовал стальную полосу. При работе меня постоянно выручали зажимные пассатижи и сварочный зажим. Это настолько полезный и универсальный инструмент, что он просто обязан быть в каждой мастерской. И если вдруг по какой-либо причине у вас еще нет этого шикарного инструмента, то ссылку, где его можно купить, я оставлю в описании. Самое веселье при сборке станка началось тогда, когда дело коснулось раскроя 6-мм листа. Кроить такой лист с помощью 115-й болгарки неизвестной фирмы и мощностью 500 Вт – это то еще удовольствие. 2 раза она умирала, и приходилось ее чинить. Тем не менее, в результате всех стараний все заготовки были нарезаны, и причем, к моему большому удивлению, нарезаны достаточно точно. Помимо листов толщиной 3,6 мм, я также использовал 35-й уголок. Зачастую поверхность горячекатанных листов покрыта твердым слоем окалины, на котором обычный штангенциркуль с большим трудом оставляет разметку. В таком случае места, где будет наноситься разметка, можно закрасить с помощью маркера, после чего в тех местах можно будет без труда нанести разметку поверх краски. Керню центры будущих отверстий. Сверлю на самодельном сверлильном станке. Видео с обзором этого станка есть на канале. Все отверстия, в которые будут крепиться линейные подшипники, делал немного больших диаметров. В дальнейшем это позволит подрегулировать положение подшипников и избежать их закусывания на направляющих. Подобным образом изготавливаю остальные детали. Из уголка делаю крепления для ходовых гаек. Впоследствии это оказалось далеко не лучшее решение для их крепления. В отверстиях для крепления опор нарезаю резьбы М5. Чтобы резьба нарезалась строго перпендикулярно поверхности, из металлического бруска изготовил простенький кондуктор.
Для сверления отверстий больших диаметров использовал ступенчатые сверла. Крепление шпинделя упиралось в головки винтов и не прилегало к каретке оси Z. Пришлось установить фрезу в сверлильный станок и сделать выборку под выступающие элементы. Рабочий стол решил делать из алюминиевых профилей, но это также была далеко не лучшая идея. Зазор между профилями делал в толщину резьбовой части болта М6. В случае необходимости это позволило бы зафиксировать заготовку напрямую к столу посредством этих самых болтов М6. Когда все детали были готовы, занялся покраской. Поскольку станок собирался из стали, то в первую очередь окраска необходима для защиты металла от коррозии, и лишь только потом для красоты. Покрываю детали грунтом, после чего крашу. Когда краска высохла, приступаю к сборке всего этого конструктора. К плите основания прикручиваю опоры 16-х валов, но не затягиваю. Следом ставлю опоры стола. Ставлю на место цилиндрические валы. Так выглядит линейный подшипник без корпуса. Устанавливаю подшипники на направляющие. Прикручиваю подшипниковые опоры ходового винта. Делать крепление гайки из уголка была плохая идея. В большинстве случаев обычный металлопрокат не имеет идеально правильной геометрии, и это обязательно нужно учитывать. Лучше всего тут было бы использовать уже готовое крепление гайки, но на момент постройки станка мой бюджет был сильно ограничен. Устанавливаю ходовой винт и гайку. Для крепления шаговых двигателей были изготовлены переходные пластины. Использование уголков в качестве соединительных элементов портала также была плохая идея,
по вышеизложенной причине. Прикручиваю основание оси Y. Выставляю линейные подшипники так, чтобы каретка передвигалась плавно и без закусываний. Кривизну уголков пришлось компенсировать с помощью шайб. Устанавливаю на место шаговый двигатель. Использование гибкой муфты позволяет компенсировать несоосность между валом двигателя и ходовым винтом. Учтите, для передачи большого крутящего момента такие спиральные муфты не предназначены. Для передачи высокого крутящего момента на более крупных станках необходимо использовать кулачковые муфты. Устанавливаю и прикручиваю боковины портала. Кстати, винтов под внутренний шестигранник необходимой длины в магазине не нашлось, и мне пришлось заниматься вот такой ерундой. Вкручивал винты на необходимую длину в кусок фанеры, после чего все лишнее срезал болгаркой. По ранее представленной технологии устанавливаю направляющие оси X. Так выглядит переходная пластина для двигателя по оси X. А так пластина для двигателя по оси Z. Ставлю подшипниковые опоры, после чего завожу ходовой винт с гайкой. Прикручиваю основание оси Z. По аналогии собираю ось Z. Маленькие черные винты служат для регулировки положения ходовой гайки. Прикручиваю крепление шпинделя на свое место. Когда механика станка собрана, в завершении прикручиваю на место ламели стола. После чего работы над станком были остановлены, и в таком состоянии он простоял до следующего года. В январе работы над станком были ненадолго возобновлены. Был куплен и установлен гибкий кабель-канал, проложены питающие провода и установлены концевые выключатели. После чего было решено заняться изготовлением жертвенного стола.
Для этого в строительном магазине был куплен лист ДСП, винты М6 с головками Паттай, а также целая куча забивных гаек М4. Раскрой буду производить самодельной аккумуляторной дисковой пилой. Видео с ее сборкой есть на канале. Да, конечно, такой толстый лист для такой небольшой пилы — это перебор, но за несколько проходов она, думаю, справится.